Здравствуйте, меня зовут Ирина Ходорева. Я эксперт-тренер проекта «Как читать медиа». Это совместный проект Гёте-института, портала Кольт.ру при поддержке Европейского Союза, посвященный медиаграмотности. Человек медиаграмотный умеет внимательно читать СМИ и блоги, критически относиться к информации, отличать факты от фейков. Еще один важный навык такого человека – умение создавать медиа со всей ответственностью. Формат подкастов набирает популярность с каждым днем. Их достаточно легко делать и очень удобно слушать. В этом видео я расскажу вам, как записать и смонтировать подкаст с помощью мобильного телефона. Прежде чем приступить к записи подкаста, полезно ответить на несколько вопросов. О чем будет мой подкаст? Кто захочет его слушать? Какая будет продолжительность? Монолог это будет или диалог? Давайте разберем эти вопросы по порядку. О чем будет мой подкаст? Перед тем, как приступить к записи, можно провести небольшое исследование. Возможно, на эту тему уже существуют другие подкасты. И новая информация поможет вам сформулировать точнее, о чем вы хотите сделать ваш подкаст. Второй вопрос: для кого мой подкаст? Или, как говорят в рекламе и маркетинге, кто моя целевая аудитория? Когда вы поймете, кто будет слушать ваш подкаст, вам будет проще определиться с выбором платформы для публикации, а также решить, какова будет его продолжительность, как часто он будет выходить. Выбор продолжительности подкаста также зависит от нескольких факторов. В среднем подкасты имеют длину от 20 до 40 минут. На продолжительность может повлиять выбор жанра, например, развлекательный подкаст или информационный. Диалог с гостями часто занимает больше времени, чем монолог. Для подкаста очень важна регулярность. Старайтесь публиковать каждый новый выпуск в один и тот же день недели, и тогда ваши слушатели привыкнут и будут ждать. Перед началом записи подкаста советуем написать черновик или составить план. Хороший экспром должен быть подготовлен. И даже если вы мастер импровизации или планируете записать интервью, то небольшой черновик или список вопросов к собеседнику помогут вам не сбиться с мысли и избежать повторов. В качестве минимальной базовой комплектации для записи звука будет достаточно смартфона и встроенного приложения для аудиозаписи. Если у вас есть возможность подключить к телефону внешний микрофон, прекрасно. Если нет, начинайте с малого. Кстати, если вы записываете свой голос, то в качестве микрофона подойдет гарнитура. И еще два полезных лайфхака. Когда вы записываете интервью через Zoom, WhatsApp или Skype, попросите вашего собеседника перед началом включить диктофон на его телефоне. В итоге у вас будет две аудиодорожки. На одной будет хорошо слышно вас, на второй – вашего собеседника. А чтобы во время записи интервью не уставала рука держать телефон, используйте подходящую подставку, например, стакан. Второй лайфхак поможет при записи на улице. Иногда из-за сильного ветра в аудиодорожке появляются лишние шумы. В качестве ветрозащиты можно использовать обыкновенный махровый носок. Только следите, чтобы носок был чистый. Отдельно напомню, как и при съемке видео, во время записи подкаста важно следить, чтобы на звуковую дорожку не попадало ничего лишнего. Если вы хотите записать только голоса, позаботьтесь о том, чтобы в помещении для записи не было посторонних шумов. Внезапно не зазвонил телефон, не гудела вентиляция, не пришла мама позвать на ужин. В помещении может появиться небольшое эхо, которое будет слышно. Чтобы избавиться от этого эффекта, можно повесить на стену ковер, отгородить пространство для записи одеялом или использовать специальный звукопоглощающий поролон. Некоторые начинающие музыканты и подкастеры оборудуют студию для записи в шкафу и шутят, что записываются в Narnia Records. Я расскажу вам про два способа записи и монтажа подкастов. Первый способ чуть более сложный технический, но он дает больше пространства для творчества. Второй способ очень простой, его легко освоить даже новичку. Начнем с простого. Этот вариант подойдет, если мы планируем сделать подкаст с монологом или диалогом и музыкальной подложкой. Сейчас некоторые подкастинговые платформы встраивают простые редакторы для записи и монтажа подкастов. Давайте посмотрим, как это работает на примере платформы Anchor. Чтобы записать и смонтировать подкаст, нам понадобится одно приложение.
Я нажимаю на кнопку «Запись». Привет, меня зовут Ира, и сегодня мы разберемся, как записывать подкаст с помощью приложения Anchor. Можно прослушать, что получилось. Сохраняем. Можно записать голос, отредактировать запись, удалить лишнее. К вступлению добавим фоновую музыку. Дальше мы хотим добавить небольшую музыкальную отбивку между вступлением и основной частью подкаста. И вот мы сразу видим, как постепенно наш подкаст становится длиннее и длиннее. Можно добавить фоновую музыку, переходы, перебивки, а также аудиокомментарии слушателей. Теперь давайте запишем основной текст. Сегодня мы пройдем все основные этапы создания подкаста: запись, публикацию, добавление названия и обложки. Вот у нас есть основная часть, давайте к ней тоже добавим фоновую музыку. В любой момент подкаст можно изменить и дополнить. Второй способ предполагает, что записывать и монтировать подкаст мы будем в разных приложениях и программах. Этот способ для вас, если вы хотите поработать с шумами, наложением голосов и музыки и другими эффектами. Остановимся чуть подробнее на приложениях для записи звука. В современных моделях смартфонов в оболочку уже встроен достаточно удобный софт для записи звука. Но также вы можете скачать подходящее приложение самостоятельно. Важно, чтобы в нем была функция выбора формата записи, sample rate, bitrate, качество кодирования и количество каналов записи. Сложные по звучанию подкасты, похожие на аудиокниги с несколькими голосами, музыкой и шумами, удобнее монтировать на компьютере. Существует достаточно много бесплатных редакторов для работы со звуком. Они дают возможность обрезать дорожки, накладывать их в нужном порядке, изменять скорость воспроизведения и громкость, добавлять переходы, экспортировать в удобном формате. Помните, что у любой музыки есть автор. Используйте музыку с очищенными авторскими правами, например, из аудиобиблиотеки YouTube. Когда вы смонтировали подкаст, дело осталось за малым: придумать название, сделать обложку и опубликовать подкаст. Название подкаста должно быть запоминающимся, коротким и не похожим на другие подкасты с близкой тематикой. Обложка – это квадратная картинка с названием вашего подкаста и запоминающимся визуальным рядом. По ней слушатели узнают ваш подкаст в каталоге. Даже если вы не дизайнер и не художник, конструктор изображений типа Canva помогут вам создать множество интересных вариантов. А для пользователей приложений типа Anchor внутри уже есть встроенный удобный конструктор изображений. И последний шаг – выбор сайта хостинга, где будет храниться ваш подкаст. В зависимости от выбранного тарифного плана, хостинг-сайты предлагают разные дополнительные возможности. В первую очередь для вас важны возможности генерировать RSS-поток, чтобы добавлять подкаст на сайты каталоги типа Яндекс.Музыки и Apple подкастов, а также следить за статистикой прослушивания. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видеоуроки о создании медиа и лекции экспертов о медиаграмотности.